Друзья, всем привет! Очередное видео на канале. Наконец-то мы выбрались на первый лед. Хотя это уже не первый лед. Лед уже как бы в Беларуси у нас стоит давно. Просто было оттепель и выбираться как бы было небезопасно. Лед начал таять. Но сейчас опять вернулась к нам зима. Первый выход у меня был, получается. Хотел заготовить живца. Ну, каждый год стараюсь всегда в начале, как становится лед, заготовить живца. Храню в погребе и потом уже... Если куда выбираюсь на рыбалку, набираю нужное количество живца и отправляюсь на рыбалку. Я так считаю удобнее, поскольку не нужно бегать, там искать, покупать где-то. Пришел, взял и поехал рыбачить. Сегодня, друзья, рыбачим на озере. Рыбачу я сегодня не один. Ко мне сегодня в гости приехал автор канала «Около рыбалки» Виталий. Ну, кто смотрит мой канал, знает, что он также занимается изготовлением силиконовых приманок. Также вот у него открылся недавно свой магазин. Так что ссылочки, друзья, на его силиконовые приманки, магазин, все оставлю в описании. Ну и давайте, наверное, подойдем к нему, сейчас пообщаемся. Так что, не знаю, друзья, что сегодня получится, будет клев или нет. Но если что будет, конечно, покажем. Так что, друзья, желаю всем приятного просмотра. Поехали! Ну что, друзья, вот мы подошли к Виталику. Ну как, Виталик, дела? Всем привет, ребят. Ну да, что? Потихоньку. Вот расставлялся на 8-й ставке. Надо от солнца отойти. Достал щучку небольшую, такую, около килограммчика, наверное. Вот, и еще одна сработка, сбила малька. Перезарядили, ждем. Сейчас пойдем окуня ловить. Я понял. Ну, пойдем посмотрим сейчас, да? Ты сегодня будешь на блесну ловить? Блесна, балансирует. Ну, покажи, что у тебя вообще есть, на что будем ловить. Я тоже сегодня буду пробовать. На что ты вообще ловишь? Расскажи нам. Есть блеснилочка для щуки. И есть для окуня блеснилка. Сейчас покажу. Вот это вот получается щучий вариант. Ну и окуни как бы неплохо. Она мягковатая. Перчсофт 45-ка. Вот, в принципе неплохая катушечка Мибару Лайки Джон. Леска, я не помню, 0,28 вроде. Ну попробуем. Это балансиры, блесенки. А чисто окуневая блеснилка, у меня ручной работы. Вот, кстати, это ручной работы кто-то делает, да? Да, это в Минске. Ясно. Ссылочку оставим в описании, да? Под заказ делают. А быстро делают? Ну, я сейчас не знаю, это в том году я покупал. Ну, это чисто окуневый вариант. В наличии, скорее всего, будут разные тесты, но очень классные удочки, легкие. Ну, я в том году отловил. Блесенка, по-моему, 1,5 грамма вот это отрабатывает вообще шикарно. Ладно, ссылочки оставим в описании, и Виталик оставит под своим видео, да? Да, да. Так что все ссылки ставлю в описании. Ну, по снастям. На что сегодня будешь вообще упираться тут у по нас окуну? Балансиры, немного вибов тут. Если по окуню, то либо вот эти 35-ки, тут 30-ки, либо вот такие вот 45-ки, 50-ки балансирчики. Вот эти вот неплохо работают. Ага. Ну, посмотрим. Расцветки все рабочие, блесенки есть. Ну а тут ратлины, это щучий вариант уже больше. Посмотрим. Тут также ручной работы есть. В общем, будем пробовать, ребят. Я понял. А по поводу, скажи, приманок, как обращаться к тебе, заказ или что? По приманочкам, либо через тебя пускай пишет, либо сразу в Инстаграм. Все, я понял. Можно через сайт Барракуда Бай. Кому приманочки надо, обращайтесь, поможем, подскажу. Так что, друзья, все ссылочки на Виталия оставлю в описании. Ну, а мы не тратим время и пойдем посмотрим, что у него вообще там сработка была. Говорит, вытянул щучку небольшую. Вот, народ подходит потихоньку. Ну, будем надеяться, что ветер больше не поднимется. Как бы пока комфортно ловить. Будем надеяться, что сегодня какой-нибудь сядет трофей. Так что вперед. Ну что, вот на этом флажке была сработочка. Давайте посмотрим, небольшая. Ну, вот такая, где-то около килошки, наверное, немного меньше. Ну, вот такая приятная щучка взяла. Вот, только расставлялся. Практически сразу, да, была? Да, сразу, буквально. Ловим тоже на карася, пескаря нет. 15, наверное, как начал расставляться. Еще была сработка. И одна была еще вот здесь, ну, сорвала живца. Ясно. Свежемороженая щучка сразу пойдет на сковородку потом. Ну и отлично. Начало есть. Сейчас будем окуня искать. Да, пойдем искать. Я нашел. Это только начало. Все, друзья, так что начинаем искать окуня. Поехали. Работочка тоже. Только хотели пойти блеснить, но сейчас подойду ближе и посмотрим, что там.
Я думаю, скорее всего, сбило. Это и сидит. Я думаю, ветром сбило. Скорее всего, ветром. Ветром думаешь, да? Да? Да, ветер сильный. Хотя, ты знаешь, размотки много. Размотала. Размотала, значит не ветер. Да, размотала. Живца ходила немного, да? Ну, как бы живо. Чешуи нету. Ну да, значит было, хватало. Ну, будем. Ну, поклевки есть, вот где-то за минут 30-40 уже. Ну, живец, есть сработка. живец живой. Будем пробовать. Ну что, друзья, у меня еще загарчик. Только вот проверил и сразу еще загар, честно скажу. Это не прошло время. Вот, так что пойдем смотреть сейчас, что там. Наверное, или мелкий окунь балуется с карасем с нашим, ну или щука. Так что давайте посмотрим. Вторая сработка, но непонятно. Раскрутила немножко, ну да, холостая. Ладно, ничего страшного, главное, что работает. Уже радует. Ну что, попробуем, друзья, поблеснить. Есть тут блесенки. Не знаю, какие поставить. Поставим такую с подвесом. Салмовскую. Возьмем, сейчас поставим. Что-то тут все перекрутилось. Непонятно. Вот. Надо блеснилку приобрести. Вот потом у Виталика возьму, попробую вот этой ручной работы, как она. Что-то не цепляется, ничего, все. Карабины большие, ладно. Тут еще вот купил новую шумовку, утопил в том году. Смотрите, какого качества вот продают. Гнилое дерево, но хорошо не отвалилось в лунке. Что-нибудь выстругаем, может быть, и сделаем. Так что неприятно, конечно. Вот такая блесенка. Будем блеснить сейчас. Сделано вот с пробки. Здесь самый дорогой в удочке, это в блеснилке. Пробка с-под шампанского. Ну, попробуем. Посмотрим. Этой ставочки. Вот, кстати, сработка. Даже не размотал. Ну что, ребятки, пока ветром может забило просто. Ничего не клюет, наблеснул. Сейчас осталось 3 лунки проверить. Буду браться за безмотылку, наверное. Попробую. Или живец, или опять мелкая щука. Не знаю. Мелкая щука, либо окунь балуется. Не сильно, градусов 10-12, но ветер жесть. Сейчас вот давай заглотить 70% было в телефоне. Вообще взял, выключился. Вот, камера как бы еще живут, ничего. Так что вот такая обстановочка, друзья. Если что будет,
обязательно покажем. Вот. Сразу было и выплывало. Вроде бы и времени уже достаточно дали. Ну что, друзья, пообедали мы тут с Виталиком, пообщались так душевненько. Приятная, конечно, погодка, но немножко ветерок, и начали собираться идти дальше блеснить. И вот Виталий говорит, поклевочка у меня. Так что сейчас пойдем и посмотрим. Вроде крутит, наверное, щучка сидит. Так что не переключаемся. А, такую лески нормально вымотала, да? Ну что, попробуем. Да, сейчас проверим, снимем рукавицы. О, да, что-то есть. Ну, не крупное. Порядочно лески вымотала. Ну да. И я обрыбился. Поздравляю. Да, как бы. Хорошо, что поводки поставил. Ловлю обычно без поводков. Вот. Ну, кому интересно, там посмотрите на канале, как оснащаю, что там делаю. Ну, сейчас я так не достану ее. Вот. Пойду сейчас возьму щипцы и будем доставать. Не успел я, друзья, получается, свою щуку достать. У меня еще сработка. И у Виталика получается. Ну, все заснимем и покажем по очереди. Выход начался, я, как и предполагал, 13:40. Даже некогда поблеснить и без мотылку попробовать. Ну что, мотает? Ну, мотало, когда я шел. Есть что-то? Мотало. А у тебя самодельные эти флажки? Видео есть? Да. Так что, друзья, если кому интересно самодельные вот эти флажки, переходите к Виталику на канал Около Рыбалки. Может быть, кто промотал вначале, не смотрел. Ссылочки все в описании. И довольно-таки хорошо мотает. Ну я же и говорил, что по идее должно выход быть. Наверное, надо подсекать уже. Дай-ка еще пускай, а то. Надежный, да? Да, потому что... А, это у тебя другой флажок уже. Да. Шла уже лески немного. Вот, чтобы щучка покрупнее была. Хорошо направил. В том году приезжал, одну, наверное, только щуку словил был. И там пара окуней, наверное. Ну, видео тоже есть. Но этот раз... Я не ожидал, что такая рыбалка будет. Открытие совместное. А, поклевок много. Если бы все еще реализовать. Ого! Да, есть что-то. Может быть, Примерзло. Может быть, багор? Не знаю, пока нормально идет. Не тяжело. О. Лесочка трещит. А какой у тебя диаметр лески? Ох, сошла, я вон видел. подлунка, ё-моё! А что-то у тебя? Что ж такое сегодня? Уже, по-моему, третья щука сходит. Да, третья Нормально щука. ждали, и всю леску вымотала. Тройник. Что-то поклевок много, но что-то Да, не вот хочет. Я её видел, Ну, я такая тоже видел. под килошку Под была. килошку, да. Да, вот как достали только что. И довольно-таки ничего. мотало, хорошо подождали. Да. Скорее всего, сошла, я примерзла став, А, я понял. я плохо засек. Скорее всего, поэтому. Ну, сейчас будем перезаряжаться. Сходим, посмотрим мою, а потом будем перезаряжаться. Ну, вот такая, друзья, зубастая. Вот. Ну, возьмем на поджарочку. Давно свежие рыбки не ели, как бы будет хорошо. Такая, можно уже брать. Так что, друзья, сейчас заряжаемся, получается, и ловим дальше. Ну что, попробуем, друзья, на безмотылку. Лунки вообще сегодня прихватывают, конечно, конкретно. Ну, морозец.
К Новому году лед вообще должен быть хороший. Вот теперь они передают. О, шумовка поломалась, не знаю, как буду ловить. Сейчас попробую вот так пробить палочкой себе подлеску, чтобы не задевало, и попробовать. Вот. Такого чертика поставлю 0,65. Получается он у меня грамм. Кивочек с стальной, с часовой пружины, по-моему. Вот. Я уже не помню. Подтачивал там. Попробую, может, на безмотылку. Так, сейчас зафиксируем. Да, конечно, некомфортно ловить на безмотылку, когда, ну, может, что вытрясем, когда ветер, некомфортно ловить, ну. Ну что, друзья, заканчиваем нашу рыбалку, собираем наши флажки, и вот тут такое вот произошло чудо. Хотел сегодня взять свежей рыбки поесть, но пока мы отошли там в камыши попробовать поискать рыбу, прилетели голодные вороны или кто-то, и вот такой мне сюрприз оставили. Но зато будут коты сегодня довольны. Порежу, и они отведают свежей щучки. Так что не оставляйте, друзья, рыбу, если есть вороны какие-нибудь летают, лучше слаживайте куда-нибудь в пакет и прячьте. Ну, честно, сколько рыбачу, первый раз такое вижу. Ну что, друзья, вот и закончилась наша рыбалка. На озере не успел записать концовку, поскольку, ну, решили немножко побольше порыбачить. Думали, будет ближе к вечеру выход окуня, щуки, но, к сожалению, не произошло. И поэтому порыбачили вот подольше, быстренько собрались и уехали. Проводил Виталика домой, ну и вот решил дома уже записать спокойно видео. И в начале видео, друзья, забыл вам показать, был большой розыгрыш в инстаграме всяких хороших призов. 10 мест, получается, было, и 11 место было самому активному участнику, который там делал репосты всякие там, ну, распространял информацию. И вот это, получается, место 11 отдали мне. Там организаторы конкурса посовещались, и за вот это 11 место было на выбор 5 пачек силиконовых приманок. Вот они у меня есть. Мне их должны были прислать почтой. Должен мне был прислать их Сергей. Сергей — это Забалую Фишермен, кто не знает канал, тоже снимает рыбалку. Так что, Серега, тебе большой привет. Приманки у меня. Их, получается, как раз вот привез Виталик, попутно приезжал вот, ну, к родственникам, получается. И вот заехал заодно порыбачить ко мне и привез приманочки. Так что приманки у меня. Приманки, получается, я все выбрал на окуня. Ну, получается, модельки, поскольку, ну, рыбачу. Вот, и плюс еще Виталик мне, сейчас я вам покажу, друзья, бонусом вот таких приманочек кинул. Это что-то наподобие сексика, новая моделька, не знаю какие. И вот такую козарочку. Вот. Ну и остальные там приманки я там выбрал сам. Так что, друзья, если кому интересно, все ссылочки на приманки Виталия оставлю в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. Ну, вот такая, друзья, рыбалка получилась у нас. Словили мы, получается, с Виталиком по одной щуке. Ну, и там сработки были холостые. Как бы, ну, нормально, мы довольны. Зато встретились, побеседовали, отдохнули. Вообще класс. Вот. Ну и, конечно, друзья, хотел бы вас поздравить с наступающим Новым годом, поскольку, ну, наверное, уже на рыбалку я до Нового года не выберусь. Вот, и поэтому хочу вас поздравить всех, кто смотрит это видео, с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, самое главное, друзья, это крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, исполнения желаний, ну и всех благ вам и вашим близким. Ну, а если, друзья, вам это видео понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.